Привет! Вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор нового прицепа дачи от Bürstner Premio Life 430 TS планировка. Прицеп четырехместный, длина прицепа 6 метров, ширина 2 метра, ну там с небольшими копейками. Максимально снаряженная масса 1100 килограмм, то есть в целом вы можете буксировать этот прицеп с категории Б, не получая категорию БЕ. Зависит, конечно, от веса вашего тягача, но такая возможность есть, большинство кроссоверов под это подойдут. Что еще важно отметить, четырехместный прицеп в принципе рассчитан, скорее всего, на двух путешественников, я бы так сказал, но внутри сейчас посмотрим этот момент детальнее. Сразу при входе слева, в задней части прицепа, у нас вот такая столовая группа. Один диванчик, на котором я сижу, побольше, второй чуть поменьше, потому что там у нас уже входная дверь. И здесь образуются первые спальные места, такие, я бы сказал, гостевые. Опускаем стол, и получается два таких спальных места. Ну, вернее, вот он здесь чуть пошире, а здесь у нас вот в эту ширину, тут 120, дай бог, будет сантиметров ширины. То есть это такое компактное спальное место, я бы его использовал как какое-то гостевое или максимум там, для ребенка. В остальном, что можно ответить? Все лаконично, просто. У Bürstner в целом такой минималистичный дизайн, простенько и со вкусом, как говорится. Единственное, мне вот не понравились эти шторы. Напишите в комментариях, как вам, но я вот не понял, что это такое. Они выглядят как что-то немного утепляющее, но они не закрывают полностью окно, поэтому как бы какой-то практичной от них пользы нету, а выглядят они как-то очень странно, все время задираются вот сюда на подушки и изгибаются. Но это такое мое ощущение, мне кажется, странноватыми эти шторы. Ну, конечно, у нас есть на каждом окне нормально москитная сетка и blackout шторы. То есть все вот эти вот шторки это носят исключительно такой визуально-развлекательный характер. Можно их снять, если они вам не нравятся, как мне. Но это я так. Движемся дальше. Справа от входа у нас кухня. Достаточно большая рабочая поверхность, потому что, как мы можем видеть, у нас и слева, и справа есть место. Зачастую в прицепах у нас вот этот модуль с раковиной и плитой занимает практически все пространство. Здесь же есть дополнительное место, но и, конечно, мы можем закрыть и открыть вот эти вот стекла и использовать как дополнительную эту рабочую поверхность над мойкой или над плитой. Тут у нас 3 огня, газовая плита с электроподжигом, мойка, как уже сказал, единый модуль, ну и сбоку краник. Здесь розетка 220 вольт и выключатель света в спальне, к ней мы придем позже. Вот эти светильнички точечные, именно кухонные, включаются отдельно прямо на светильнике. Наверху есть вот такая полка, прилагаем небольшое усилие, и фиксатор у нас разблокируется, и мы можем сюда заглянуть. Здесь у нас 2 полочки сбоку и одна побольше слева, можно даже, наверное, микроволновку небольшую впихнуть. Ниже ящик, здесь у нас вилки-ложки, большой лоток. Далее еще шкафчик, просто полочки, и холодильник Тедфорд 90 литров со встроенной морозилкой внутри. Хочу обратить внимание, возвращаясь к теме дизайна, у холодильника сделан фасад в точно таком же стиле, как и остальные фасады. Сейчас все чаще и чаще появляется у разных производителей такое, что вот здесь не просто черный пластик, как с завода холодильник поставили, а как-то адаптируют под фасады. Всегда выглядит это, конечно, более выигрышно, чем стоковый холодильник. С противоположной стороны от кухни у нас шкаф, гардероб. Здесь у нас палочка и, в принципе, просто пустое пространство, но можно поставить какие-то полки. В шкафу есть фонарик, то есть здесь будет вам не темно, он снимается, потому что он работает на батарейке, заряжается через USB-порт, можно его отключить, но у него также есть датчик движения, то есть когда вы им пользуетесь, он будет работать только когда вы открываете дверь и обнаруживаете движение. Ниже у нас под шкафом расположена печка Трума, работает от газа, вот раз включатель и выключатель, и второй режим работы работает от электричества 220 вольт, как в данном случае. Мы сейчас можем даже слышать, как она гудит.
Это включена печка, но у нас подключено только электричество 220 вольт. Соответственно, если вы находитесь где-то в дороге, вы пользуетесь там газом. Если вы остановились в кемпинге, вы подключили электричество, у вас все, кроме плиты, будет работать от электричества. Далее весьма компактный санузел. Но, вернее, воспользоваться туалетом здесь проблем не будет. Вот туалет Тедфорд с электросмывом. Мы сюда вот так вот раз садимся, все хорошо в целом. Развернуться можно, если вы, конечно, не очень крупный человек, но нормально. А вот касательно душа, конечно, здесь уже такое весьма небольшое пространство. Нужно закрыть еще шторки, чтобы не испортить фасады. И вот в целом место, то есть я даже здесь так вот впритычок разворачиваюсь. Но, тем не менее, душ есть. Это сам кран мы вынимаем, и это у нас становится душем. Ну и, наконец, основная спальня, ради которой, мне кажется, в первую очередь и существует этот прицеп. Это, по сути, такое спальное место для двоих и остальные минимальные удобства. 140 сантиметров ширина кровати, 2 метра длина. Окно есть и в ногах, и в изголовье. Хотя, в принципе, здесь вы сами выбираете, где у вас изголовье, потому что они полностью идентичны. Каких-то дополнительных там фонариков, обозначающих изголовье, я не наблюдаю. Также шторки есть, блэкаут, москитная сетка, все в порядке. Наверху есть ящики, весьма вместительные, вот такие, точнее, полочки за дверками. Раз и два. И по бокам еще небольшие полочки, тоже и в ногах, и в изголовье присутствует. Кровать достаточно высокая, поэтому у нас внизу есть вот такая ступенька, она раскладывается, и мы можем на нее зашагнуть, чтобы было легче зайти. Для чего кровать высокая? Для того, чтобы обеспечить как можно больше места для хранения вещей, то есть в так называемом багажнике. Можем поднять кровать и все, что нам необходимо, не выходя на улицу, прямо здесь взять. Прицепное устройство, как и сама рама, от компании Alco. Спереди у нас есть вот такое небольшое место для хранения каких-то вещей, но тут может быть достаточно пыльно. Здесь есть прорези внизу, то есть вся грязь, какая-то пыль с дороги, она сюда будет залетать, поэтому чистые вещи сюда не положишь. Это такое техническое место, потому что здесь установлены два газовых баллона, ну точнее могут быть установлены обыкновенные стандартные два баллона и запасное колесо. Ну вот еще противооткатный упор и ручка для опускания вот этих вот лапок, которые нам не дают прицепу перевернуться, когда он на стоянке, когда мы ходим внутри. Вот. Ну и остается немножко свободного места, можете использовать его по своему усмотрению. По левому борту у нас кассета биотуалета Тедфорд расположена вот в этом лючке. Далее подключение сети 220 вольт. Вот сейчас подключена. И заливная горловина бака с чистой водой, бак 50 литров. По правому же борту у нас, собственно, вот место для хранения вещей, багажник, про который я уже ранее сказал, который расположен под кроватью. Ну и здесь у нас сейчас вот лежит ступенька для того, чтобы нам было удобнее заходить, когда мы находимся на стоянке. В целом все. Визуально можно видеть объем багажника, больше добавить про него особо нечего. И также у нас по правому борту, ну это вентиляционное отверстие холодильника и есть освещение для палатки. По краю есть желобок. Пристегиваем палатку, и впереди у вас получается такая веранда, и вот у вас есть готовое уже освещение на самом прицепе. Ну и, конечно же, основной вход, входная дверь. У нее есть вот такая опция. Можно разделить ее на две части и, например, закрыть только низ или только верх. Ну и, конечно, есть москитная сетка. Прицеп-дачу Bürstner Premio Life мы сегодня с вами посмотрели. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу данной планировки. На мой взгляд, это все-таки прицеп больше для двоих, как я говорил. Но, может быть, 4 человека в нем как-то размещаются. Но, на мой взгляд, тесновато в нем. Есть другие варианты, более подходящие для большого количества людей. Но это мое субъективное мнение. Ваше ждем обязательно в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И, например, такую информацию, что вот на площадке здесь сейчас в Москве находится конкретно этот прицеп, можно приехать, посмотреть, позвонить только не забудьте, чтобы вас кто-то встретил и все это показал и рассказал. И, возможно, вы на этом прицепе отправитесь в свое путешествие уже в скором времени. Также у нас есть телеграм-канал у Яхты на колесах, там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки, так что не забывайте подписываться. Меня зовут Антон, это канал Яхты на колесах. До новых встреч, пока!